Итак, всем привет! Хочу рассказать одну историю. Съездили на рыбалку недавно мы, и можно сказать неудачно. Вот, срезала шрус, вот машинка стоит, Ховер 8-го года, второй. Вот. Ну и потом заметил, что слишком она дымит. Вот. Было проверено и узнали, что еще пробила прокладку под головой. Вот. Затем машинка была отправлена на ремонт. Вот. Соответственно, поменяли шрус, прокладку, маслосъемные кольца. Вот. Потом прокладки под печные колодца. Но когда машинку забирал, сильно не обрадовался, потому что у нас появился такой стук. Сейчас мы заведем. На улице, кстати, минус 22. Так, ну, вроде ничего, завелись. Но дым у нас все равно продолжает какой-то не такой, конечно, как был, но белый и вонючий. Мастер сказал, что дня 2-3 поездить все прогорит. Мне кажется, прогореть оно должно быть и в первые минуты цилиндра. Но самое интересное это у нас... Ну, сейчас минуту. Стучат у нас гидрокомпенсаторы. И работает она как трактор. Вот. Пока присяду. Ну и после разговора с мастером он говорит, что я ставил все красиво, все на место. Я не знаю, что. Я еле его уговорил, конечно, все равно надо смотреть. Деньги-то отваленные, немалые. Ну, вроде как через несколько дней, опять неизвестно. Это 4 дня, 5 дней ждать, пока он освободится. Я решил, после того, как пошерстил интернет, добавить присадку. Вот сейчас поеду в магазин, посмотрим, что будет, я не знаю. Вон он, дым аж сюда идет. Масло поменено. Заливал мобил, самое дорогое. Антифриз тоже. Соответственно, все жидкости, все фильтра, свечи, воздушные, масляные, все это поменено. Да если она до этого работала как чаечка, ну думал, сейчас вообще будет как новая. А оказалось, она еще хуже. Вот. Ну вот посмотрим, сейчас поедем, купим присадку, посмотрим и будем фиксировать, сколько километров, чего и как она будет потом работать. Ну, соответственно, успею до ремонта, это дней 5 не точно. Вот. И проверим тогда. Пока все. Так, ну вот смотрите, съездил я в магазин, 1, 2, 3, не нашел я там ликвимоль этот. Вот. Ну вот в одном попалось, сказали мне, в принципе, ничем даже не хуже, только то за бренд платить, а это... Вот. Вот посмотрим, зальем его, значит... Восстанавливает эффективность работы гидрокомпенсатора клапанов, очищает клапана и масляные каналы. Та-та-та. Короче, банку эту можно влить полностью всю, не надо даже высчитывать. И единственное, почему в ней была разница между ликвимолем, это совместимо со всеми типами минеральных, вот, и синтетических масел, а та подходит к любому абсолютно. Вот. Не повреждает каталитические конвертеры. Ну, посмотрим, зальем. Сказали тоже, конечно, не через полкилометра, там не через 10, со временем. Вот. Ну, нам время есть, в принципе, до субботы дня 4, пока освободится этот мастер. Вот. Посмотрим, сейчас зальем. Так, открываем крышечку.
Двигатель прогретый. Ну, значит, имеет он консистенцию масла тоже, в принципе-то, другого не должно быть. Посмотрим. Разжижает. Что оно разъезжает, что оно поможет прочистить. Как-то пока так. Забыл сказать, стоит оно намного дешевле. Ну, относительно 400 рублей. По сравнению с Экелимолем он стоит 625. Как мне сказали, это 650 до 700. Вот. Ну, поедем. Сейчас проехать надо мне на работу. Это километров 100 точно я прокатаю. Вот. Ну. Так, молчать. Так что в дальнейшем будем наблюдать. Так. Ну вот, полный бак у меня был, кстати, тоже вот фишка у меня. 75 литров. Вот я проехал всего лишь 50 километров. Смотрите, насколько стрелка. До этого заправка у меня была с полного бака. Я проехал 289 километров. И я заправил 70 литров. Походу жрет он. Ребята, будь здоров. С этим надо что-то делать. Ну, пока вот так засекли, мы залили на 50 километров. Выкатаем бак, посмотрим, что будет дальше. Ну все, давайте. Так, ну что, ребят, прошло уже 4 дня после того, как я залил эту жидкость. Ну, проехал немного, так как с работы потом было не ахти, километров 200. Вот. Ну, как слышите, в принципе, пока ничего не изменилось. Ну и меня предупреждали, что, говорят, километров 200-300 надо будет проехать. Короче, не факт. Так что везем ее на ремонт. Пускай делает, ремонтирует, мне кажется, присадки. Может быть, где-то кому-то и помогает. Ну, я думаю, все это ерунда. Надо брать и делать. Так что вот так. Всем пока. Так, ну вот, решил таки напоследок снять этот момент. Тогда в субботу отдавал машину, он там был занят и в принципе не сделал. Вот, поэтому отдавал я ее вчера. В итоге я проехал 360 километров. Вот. Гидрики как стучали, так и стучали. Изменений было никаких. Вся работа заняла у него, ну сколько я вчера в 11 ее забрал. И наверное, в 3 мне уже в принципе позвонил. Говорит, все готово, забирай. С его слов было сказано, что 2 вроде бы как были забитых, масло слил, появился там нагар. Вот. За работу он взял с меня 500 рублей, ему 1000 отдал, как бы там еще фильтр мне поменял. Стойки малые, копошился, делал, хотя это его вина была. Вот, после переборки головы. Ну и вывод я не знаю, может быть я еще ездил, эта присадка помогла. Но как для меня, наверное, все-таки лучше это делать ее, и будет нормально. Ну сейчас послушаем, посмотрим, как она работает. Я не знаю, на телефоне передастся. Но я думаю, оно и так слышно. Сейчас, конечно, работает на повышенных оборотах, пока прогреется. Единственное, что у меня только подшипник посвистывает. Вот. Ну вот, я думаю, это другое дело. Тихо работает. Все как положено. Так что... Я не знаю, ребят, может кому-то и помогает присадки. Я вывод делаю такой, что надо это делать. Просто и все. Теперь другая проблема, я не знаю, буду снимать, нет. Вот вторая рыбалка у меня, и второй раз у меня отключается полный привод, то бишь он отсутствует. Сейчас поедем еще на сервис, будем узнавать причину, в чем она. Если первый раз шрус был, то сейчас неизвестно.
Ну а так пока все. Всем пока. До новых встреч.